Здравствуйте! Привет тем, кто изучает русский язык как иностранный. Меня зовут Мария. Я преподаватель русского языка. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео мы с вами будем работать с коротким текстом. Мы будем работать со сказкой. Как мы будем работать? Сначала я вам расскажу эту сказку. Потом вы ее послушаете. Она очень короткая, всего лишь 2 минуты. И после того, как вы послушали сказку, мы ее прочитаем вместе. Я вам объясню некоторые слова и грамматику. Так что давайте начнем. И если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также приходите в телеграм-канал, где я также публикую интересные материалы. И смотрите в описании курсы, которые я создаю для вас. Давайте начинать. Итак, о чем же эта сказка? Жил-был царь, и вот однажды он заболел, и ничего ему не помогало. Он не мог выздороветь. Тогда мудрецы стали думать, как же вылечить царя. И они придумали, если найти одного счастливого человека, у которого в жизни все хорошо, и надеть его рубашку на царя, то царь обязательно выздоровеет. Вот такой был план у мудрецов. Что же случилось в итоге? А теперь давайте послушаем эту сказку. А после того, как вы ее послушаете, мы с вами вместе прочитаем этот рассказ. Царь и рубашка. Один царь заболел и сказал: «Половину царства я отдам тому, кто меня вылечит». Тогда собрались мудрецы и стали думать, как вылечить царя. Никто не знал. Только один мудрец сказал: «Я знаю, как вылечить царя. Надо найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя. Тогда царь выздоровеет». Царь приказал найти счастливого человека. Послы царя долго ездили по всему царству и искали, но не могли найти такого человека, который был бы всем доволен. Один богат, да болен, другой здоров, да беден, третий и богат, и здоров, да жена нехороша. Все на что-нибудь жалуются. Однажды царский сын идет мимо избушки и вдруг слышит, как кто-то говорит: «Слава Богу! Я сегодня хорошо поработал, наелся и сейчас лягу спать. Больше мне ничего не нужно». Царский сын обрадовался и приказал снять с этого человека рубашку и дать ему столько денег, сколько он захочет, а рубашку отнести царю.
Посланные пришли к счастливому человеку и хотели взять у него рубашку. Но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки. Надеюсь, вам понравилась эта история. А теперь давайте мы ее проанализируем. Давайте мы ее разберем. Называется «Царь и рубашка». Один царь заболел и сказал: «Половину царства я отдам тому, кто меня вылечит». И посмотрите эти глаголы: несовершенный вид и совершенный вид. Болеть – заболеть, говорить – сказать, лечить – вылечить. Мы помним, что несовершенный вид глаголов – это процесс, а совершенный вид глаголов – это результат. Царь заболел. Результат. Царь сказал. Тогда собрались мудрецы и стали думать, как вылечить царя. Мудрец – это значит очень умный человек. Когда кто-то болеет, да, его нужно лечить, вылечить. Никто не знал. Только один мудрец сказал: «Я знаю, как вылечить царя». Надо найти счастливого человека, снять с него рубашку и одеть на царя. Во-первых, слово «счастливый». Послушайте, как я произношу это слово. Счастливый человек. Снять рубашку. И посмотрите, здесь я вам написала выражение: снять рубашку, снять брюки, снять пальто, снять ботинки. Антоним – это одеть. Мы снимаем, а потом одеваем. Одеть футболку на ребенка, одеть рубашку на царя. Одеть мы одеваем на другого человека. Или мы можем сказать одеть ребенка. Да, это значит, мы одеваем всю одежду на ребенка. Но есть еще один глагол надеть. Надеть платье. Какая разница? Одеть на другого человека. Я надеваю платье. Я надеваю кофту. Но я говорю: одень куртку, потому что я говорю другому человеку. Продолжаем. Итак, если оденут, да, рубашку на царя, тогда царь выздоровеет. Глаголы выздоравливать несовершенный и выздороветь совершенный вид. Пример: он очень долго болел, но наконец выздоровел. Царь приказал найти счастливого человека. Послы царя долго ездили по всему царству и искали, но не могли найти такого человека, который был бы всем доволен. Один богат, убежала. Один богат, да болен. Другой здоров, да беден. Третий и богат, и здоров, да жена нехороша. Да, посмотрите, здесь антонимы: богат, беден, богатый, бедный, болен, здоров, больной, здоровый. Да, это короткие
прилагательные. Все на что-нибудь жалуются. Глаголы жаловаться или пожаловаться. Посмотрите, как спрягается этот глагол в настоящем времени. Я жалуюсь, ты жалуешься, он жалуется. Мы жалуемся, вы жалуетесь, они жалуются. А вы часто жалуетесь или вы всем довольны? Пишите мне в комментариях. Продолжаем. Однажды царский сын идет мимо избушки и вдруг слышит, как кто-то говорит. И здесь я выделила слово «избушка». Изба или избушка. Это дом, да, старый дом, в котором раньше жили бедные люди. Этот дом называли изба или избушка. Слава Богу, я сегодня хорошо поработал, наелся и сейчас лягу спать. Выражение «слава Богу», да, мы часто используем это выражение, когда у нас все хорошо. И глагол «наесться». Наесться. Совершенный вид. Это когда мы очень хорошо поели, и мы уже не голодные, мы больше не хотим есть. Это значит наесться. Уф, как здорово, я наелась. И здесь я вам написала в будущем времени «я наемся» или «я наелся», «я наелась» в прошедшем времени. Больше мне ничего не нужно. Царский сын обрадовался, приказал снять с этого человека рубашку и дать ему столько денег, сколько он захочет, а рубашку отнести царю. Да, здесь глагол «обрадоваться». Это совершенный вид. Радоваться, обрадоваться. Снять. Какой глагол мы видели антоним? Снять рубашку, одеть рубашку на другого человека или надеть рубашку на себя. И что еще? Посланные пришли к счастливому человеку и хотели взять у него рубашку. Но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки. Вот такой конец этой истории. О чем нам говорит этот конец истории, этот финал? О том, что счастье не в богатстве, да? Человек может быть бедным, но чувствовать себя самым счастливым в мире. Я надеюсь, что вы тоже очень довольны всем, вы довольны своей жизнью, вы радуетесь и наслаждаетесь своей жизнью. Я вам этого желаю от всей души. Я с вами прощаюсь. Пишите мне в комментариях все, что хотите. Мне всегда очень нравится читать ваши комментарии. А еще подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам самого доброго. Пока-пока.